Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре достаточно интересная серверная платформа. На данный момент у меня под рукой находится платформа, которая сочетает в себе сразу несколько интересных качеств. Первое качество — это хорошая масштабируемость. То есть в эту платформу можно установить до 2 процессоров по 28 ядер. Второе качество — это работа с хранилищем. Дело в том, что эта платформа имеет 24 дисковых отсека, 12 из которых поддерживают диски формата U2. И все это еще сопровождается с достаточно интересной подсистемой PCI, которая позволяет устанавливать до 3 графических ускорителей и таким образом организовывать систему, где сочетаются все главные качества серверов, которые мы ищем в этом оборудовании. Предлагаю открывать этот сервер, смотреть, что там внутри, и все это обсуждать. Итак, давайте открывать сервак. Открываем крышечку, и здесь внутри нас ожидает целая россыпь интересных компонентов. Давайте начнем с части, которая касается PCI-Express, и посмотрим внимательно, что у нас здесь находится. Первое, что, наверное, бросается нам всем в глаза, это вот эти интересные карточки, воткнутые в PCI-Express. Количество этих карточек составляет 4 штуки, и в них воткнуты провода SFF86-54-8i. И у вас может возникнуть вопрос, для чего эти карточки здесь вообще нужны? Сразу хочу ответить на вопрос. Эти карточки нужны для того, чтобы подсоединить все 12 дисков U2 в PCI-Express. То есть в серверах Dell 14 поколения, к которым и относится Dell R740XD, нельзя U2 подключать напрямую в PCI-Express. Для этого они используют так называемые, если я правильно выражаюсь, NVMe экспандеры. Но на деле экспандера здесь маловато смысла, если говорить так уж точно. Но коротко, это что-то типа HBA адаптера или PCI ретаймера, который как раз таки и позволяет работать с U2 дисками и осуществлять их горячую замену на этой платформе. Также у вас может возникнуть вопрос, почему их здесь установлено 4, а не 3, ведь 12 дисков по 4 на адаптер как-то слабо вяжется, должно получаться 16. Дело в том, что не все из тех слотов, куда они установлены, имеют PCI-Express 16 линий. Там, где имеется по 8 линий, подключают только по 2 диска. Поэтому приходится использовать 4 адаптера. В 2 адаптера втыкается по 4 диска, и еще в 2 адаптера по 2 диска. Таким образом получается как раз таки 12 U2 дисков. Давайте достанем Razer из PCI-Express и посмотрим, как они там устанавливаются. Итак, в сервере у нас имеется 3 Razer карты. Первая, вторая и третья. Давайте будем вынимать каждую и смотреть, как они устроены. Начнем с первой Razer карты. Для того, чтобы вынуть первую Razer карту, нам придется вытащить устройство PCI-Express из нее. Для того, чтобы его вытащить, мы сначала вынимаем стопор. Стопор выполнен в виде такой пластиковой штучки, которая заключена в медную другую штучку. Я даже не знаю, как это все дело называть, но достаточно функциональная вещь, которая прижимает карточки и позволяет их устанавливать буквально без крепления винтами. Теперь давайте мы вытащим U2 карточку. Вытаскиваем нежно U2 карту. Тут сразу она вам попадает на глаза, и мы видим, что это буквально подобие некоторого RAID-контроллера. Он может напомнить вам, например, LSI 956016i, но никаких функций RAID здесь, естественно, нету. Давайте я его отключу и отложу. Когда у нас Razer свободен, мы нажимаем на 2 кнопочки и вынимаем его. Обращаю ваше внимание, что для установки Razer используется нестандартный PCI-Express. Здесь используется такой мини-PCI-Express, проприетарный деловский, для того, чтобы при малой площади контакта передать все те линии PCI-Express, которые нужны этим коннекторам. Ну и также хочу сказать, что слоты, которые здесь есть, имеют физическое количество линий 8, 8 и 8, несмотря на то, что они все выполнены в рамках X16. Откладываем первый Razer, переходим ко второму. Итак, чтобы вынуть второй Razer, нам для начала придется открутить вот тут вот такое вот винтовое крепление. После откручивания крепления также снимаем стопорную пластиковую штучку. Теперь мы нажимаем вот здесь вот на кнопочку. Эта кнопочка убирает фиксатор, который держит Razer карту в единой плоскости с сервером. И теперь нежно все это дело поднимаем. Тут очень важна осторожность, поскольку Razer крепится не через какой-нибудь мини-PCI, как это крепилось до этого, а через вот такие вот проприетарные коннекторы, которые мы уже с вами видели на более современных серверных платформах, например, на сокете SP5. Ранее на нашем канале выходил обзор на Supermicro AS2025, и там использовалась как раз-таки вот такая система крепления Razer карт. И в принципе это более современный и возможно даже более надежный формат, но и самое главное, он экономит место в сервере, и производителю не приходится делать такие, знаете, огромные слоты PCI-Express. Сам Razer выполнен в виде некоторого подобия первого Razer.
У него тоже имеется 3 слота. Сам Razer имеет уже X16, X8 и X8 линий. Соответственно, только верхний слот, он здесь полноценный X16, и туда как раз таки и втыкалась наша карточка, и это позволяло ей проводить все 4 U2 диска. Теперь давайте поговорим о третьем Razer. Он у нас располагается над блоками питания в единой плоскости вместе с ними. И для того, чтобы его демонтировать, мы также убираем пластиковую заглушечку. Далее откручиваем болт посередине, нажимаем кнопку около надписи Razer 3 и осторожно вытаскиваем его, поднимая со всех сторон. И у нас вытаскивается вот такая вот большая конструкция, которая по-прежнему крепится при помощи вот этого проприетарного коннектора, который экономит место на материнской плате сервера. Здесь у нас по-прежнему установлены 2 U2 карты. И сейчас я их демонтирую, и мы с вами посмотрим, какое количество линий этот Razer проводит в эти U2 карты. Ну и судя по тому, что одна из U2 карт была воткнута лишь одним кабелем, я сразу могу предположить, что количество линий в одном слоте 8, а в другом 16. Ну и если внимательно посмотреть, один 8, другой 16, что и требовалось доказать. Таким образом, разобравшись с PCI Razer картами, которые установлены в этот сервер, мы можем сделать вывод, что при интеграции 12 U2 накопителей, конечно, размещать здесь GPU становится достаточно проблематично. То есть двухслотовую видеокарту по типу Radeon Instinct Mi100 либо H100 NVIDIA установить будет проблематично при наличии этих карточек. Однако, если чуть-чуть подубавить количество подключенных U2 дисков, ну, так сказать, сбалансировать сервер между сториджем и вычислениями Nero, то вы сможете установить в эти Razer карты, в слоты там, где есть 16 линий, как раз таки видеокарточку. И более того, еще хотел бы показать вам интересную вещь, которая есть в этом сервере, которая может вам помочь при установке этих видеокарт. Обратите, пожалуйста, внимание. Дело в том, что вот в этом кожухе, который обычно в серверах выполняет лишь одну функцию, это направление потока от вентиляторов, воздушного потока в радиаторы, а здесь имеются такие защелки под названием PCI Lock. Если вы эту штучку активируете, то у вас активируется вот такой вот, можно сказать, стопор для серверных видеокарт. Дело в том, что практически ко всем серверным видеокартам можно докрутить вот такой вот, я даже не знаю, поддержку, планку, которая позволяет разместить эту видеокарту в сервере и сделать так, чтобы она, можно сказать, фиксировалась здесь не только на слоте PCI Express в Razer. Все-таки видеокарты уже стали достаточно тяжелыми, и что весит, наверное, 1,5 килограмма. И эта штучка, она позволяет видеокарту расположить в сервере и буквально, можно сказать, вот так вот ее здесь зафиксировать, создать опору, для того, чтобы видеокарта не провисала и не создавала давление или какой-то силы на Razer карту. Итак, давайте двигаться дальше. Убираем диффузор функциональный. После того, как мы убрали диффузор, здесь нам открывается вид на радиаторы, под которыми скрываются сокеты. У вас тоже может возникнуть диссонанс, почему одноюнитовые радиаторы стоят в двухюнитовом сервере. Но на самом деле все так и задумано. Дело в том, что вот эти радиаторы, которые здесь установлены, это Dell High Performance 1 Unit Heatsink. То есть это высокопроизводительный одноюнитовый heatsink, и его использование здесь, оно регламентировано компанией Dell при использовании того самого диффузора, который направляет весь поток, вот этот вот, который с 2 юнитов идет, в эти одноюнитовые радиаторы. Таким образом, поток воздуха становится более сконцентрированным, и обдув этих радиаторов становится более интенсивным и более эффективным. Помимо сокетов, мы здесь можем наблюдать слоты DIMM. Количество слотов DIMM здесь составляет 24 штуки. Этот сервер позволяет подключать в себя модули ECC Rec, GCC Rec LRDIMM. И, собственно говоря, объем, который вы можете сюда установить памяти, равен 3 терабайтам. Это значит, что 24 палки по 128 гигабайт. Также хотелось бы отметить, что в мануале Dell есть достаточно большое количество информации про установку модулей NVDIMM. Это специализированная память, которая не теряет данные после отключения сервера. То есть это, можно сказать, память с суперконденсатором. На том самом диффузоре устанавливается специальный аккумулятор, и от памяти NVDIMM все это проводочками крепится в этот аккумулятор. И таким образом, если ваш сервер потерял питание, а какие-то ваши приложения кэшировались в оперативной памяти, при отключении электропитания вы не потеряете тот самый кэш. Поэтому тут Dell, он отыгрывает в сторону, наверное, безопасности данных и их секьюрности. Давайте откроем сокеты и посмотрим на непосредственно процессорное гнездо LGA 3647.
Демонтируя радиатор, выяснилось, что ранее в сервере были предустановлены обычные системы охлаждения, не высокопроизводительные. Это можно понять, если вы посмотрите на непосредственно сам радиатор и не обнаружите здесь медного сердечника. Дело в том, что когда я ранее говорил про высокопроизводительную систему охлаждения, речь велась про практически такую систему охлаждения, только в центре которой находится медный сердечник. Вот именно такая система охлаждения должна быть установлена заранее. Итак, сокет Elgato 3647, думаю, он всем вами знаком. Сюда устанавливаются процессоры до 28 ядер первого-второго поколения Intel Xeon Scalable. Это у нас процессоры Intel Xeon Silver, Bronze, Gold, Platinum. По памяти также не рассказал вам про частоты, которые память поддерживает. Здесь поддерживается память частотой 2666 МГц для процессоров, взрослых процессоров всяких Gold и Platinum первого поколения, и 2933 для процессоров второго поколения. Тоже говорю про взрослые процессоры. Есть какие-то камушки, у которых там и 2400, и 233, всякие бронзы, сильверы, но про них особо никто не говорит, потому что в такие сервера обычно устанавливаются хорошие процессоры. Прежде чем перейти к вентиляторам, предлагаю немножечко уделить внимание зоне с RAID-контроллером и поговорить про сторидж и как он здесь вообще организован. Сразу хочу сказать, что вот здесь вот установлен сейчас интересный RAID-контроллер. Это Dell PERC 740p, который оборудован 8 гигабайтами памяти и может значительно ускорять операции ввода-вывода, когда мы говорим с вами про SATA SAS накопители. То есть важная помарка. Он работает только SATA SAS. А касательно U2 у нас работает непосредственно сами процессоры. То есть все это подключается в PCI. И в RAID контроллер это никак не заходит. Для того, чтобы рейдить U2, нужны контроллеры совершенно другого уровня. И сама Dell в этом поколении сервера, она не позиционирует этот сервер, что он рейдит U2. А если он и рейдит, то он рейдит на процессорах, а про Virok мы поговорим позже. Итак, давайте я сейчас демонтирую эту штучку, и мы посмотрим, как это все выглядит. Дело в том, что тут тоже все непросто. И просто так установить сюда этот PERC без, можно сказать, небольшой доработки сервера, ну, как я понимаю, практически невозможно. Дело в том, что вот эти привычные нам перки, они, можно сказать, несколько ограничены в установке в этот сервер. Это связано с тем, что в этом сервере могут устанавливаться и другой вид RAID-контроллеров. Давайте перк зафиксируем. Выглядит он таким образом. Маленький компактный контроллер с батарейкой, которая прямо на нем. С другой стороны есть его порт-номер на языке Dell, который называется у нас Dell DPN. И здесь под этими радиаторами прячется 8 гигабайт кэш памяти. Подключается он через мезонинный разъем, который у нас есть сразу с двух сторон. Такие вот маленькие пиночки или шарики, можно назвать их по-разному. Обратите внимание вот на этот переходник. Дело в том, что без этого переходника установить эти мини-моноконтроллеры, которые доступны на рынке, невозможно. Поэтому, если вы покупаете этот сервер, вы должны знать четко, есть ли у вас этот переходник или нет. Сейчас я его демонтирую, и мы с вами посмотрим на его порт-номер, зафиксируем для того, чтобы понимать, что должно быть в сервере Dell, для того, чтобы его можно было купить и эксплуатировать без лишних затрат. Обратите внимание, сам переходник называется как Dell Tripod Min 01, и как раз таки этот переходник позволяет получить интерфейс мини-моно из другого деловского интерфейса. И тут, кстати говоря, тоже есть его порт-номера. Теперь, когда поговорили про хранилище, поговорили, что сюда можно поставить мини-моноконтроллеры, давайте поговорим про сетевую историю. Дело в том, что в этом сервере устанавливаются так называемые Dell Daucher Card. Это специальные мезонинные карты Dell, которые устанавливаются как в 14 поколение серверов, так и в 13 поколение серверов. Давайте мы ее сейчас демонтируем, и я покажу, что она из себя представляет. Итак, демонтировав эту сетевую карту, мы видим, что она представляет из себя симбиоз сразу двух сетевых карт. Через мезонинный интерфейс сюда поступают линии PCI-Express, и они запитывают сразу два чипа. Первый чип, который здесь установлен, но мы его не видим, это Intel X520-D2. Это чип, который поддерживает два сетевых подключения SFP+ на 10 гигабит. А второй чип это Intel i350-T2, который как раз таки дает нам возможность 2 гигабитных подключений через медное подключение RJ45. И все это обрамлено вот таким вот интересным радиатором, который позволяет все это охладить. Теперь, когда сам сервер у нас как на ладони, предлагаю посмотреть, что здесь у нас имеется на материнской плате. Я бы хотел сразу акцентировать ваше внимание, что в сервере Dell используются достаточно современные коннекторы MC High. Это такие коннекторы нового поколения, в которых имеется 8 пинчиков, и эти 8 пинчиков выполнены достаточно, так скажем, компактно. И вот эти коннекторы, они расположены прямо на плате, и сейчас у меня в руках кабель от платформы Supermicro. Он имеет два вот таких коннектора 2 по 4 MC High
И я могу при помощи этого кабеля воткнуться в сервер Dell. Ранее такое, ну, я бы сказал, нельзя было представить. Но теперь, похоже, стандартизация берет свое, и я просто беру, делаю вот так. Делаю вот так. Тут, кстати говоря, у коннекторов расписано, сколько они ватт подводят. Например, то, куда я сейчас воткнулся, оно расписано как Razer 3 225 ватт. Тут Razer 2 225 ватт. Ну и условная H100, которая имеет у нас 12 VH-Power. Все это дело, как вы понимаете, без проблем подключается. Пожалуйста, а что подключено? Вот, естественно, MC High коннекторы, они бывают разные, вот эти проводочки. Коннекторы, кстати, бывают тоже разные. Есть 8-пиновые, есть 4-пиновые, но здесь применяются 8-пиновые. Проводочки тоже. На сайте Dell вы можете ознакомиться со всем ассортиментом проводочков. Естественно, проводочки есть как на 8 пин GPU, на 12 VH-Power. И я уверен, что, наверное, даже на CPU-шный коннектор, который используется в старых ускорителях NVIDIA Tesla, это тоже все есть на сайте Dell. Итак, по питанию мы с вами поговорили. Давайте обратим внимание на зону с BMC. Здесь у нас расположен Dell Lifecycle Controller. Это у нас модуль iDRAC. Около него имеется банка памяти SK Hynix. Она служит в рамках видеопамяти для осуществления нужд графики в этом сервере. А еще рядом с ним расположена банка памяти Kingston. Это уже NAND память, там как раз таки хранится прошивка Dell iDRAC, и с нее как раз таки загружается вот эта вся оболочка Dell. Также мы здесь видим чипик Lattice. Этот чип Lattice выполняет функции мультиконтроллера, то есть он как раз таки дает возможность вам нажимать кнопочку включения, и таким образом, чтобы кнопочка включения подавала сигналы на чипсет, на Lifecycle контроллер, для того, чтобы все процедуры здесь выполнялись корректно. Под RAID контроллером мы видим два Aculink коннектора, на которых написано SATA. Вообще, если почитать спецификации на Aculink действительно умеет проводить через себя SATA, но такое, по-моему, примерно нигде не используется. Также на системной плате сервера имеется два USB 3.0, вы можете использовать их в качестве аппаратных ключей, то есть туда можно какой-нибудь Haspix с 1С поставить и забыть про это все дело, закрыв сервер крышкой. Также у нас здесь имеется интересный разъем IDSM, он нужен для того, чтобы установить туда специальный модуль с флеш-картами microSD, для того, чтобы сделать RAID из SD флешек и с него крутить гипервизор. Предлагаю двинуться к вентиляторам. Вытаскиваем хотсвапнутые вентиляторы. Все это выполнено в виде вот такой вот панельки. Все вентиляторы стоят на своих местах. Каждый из вентиляторов можно вынуть, если сделать вот так. Сами вентиляторы потребляют по 12 Вт, и таких вентиляторов здесь установлено 6 штук. За рядом вентиляторов у нас прячется экспандер. Экспандер — это такая штука, которая позволяет все 24 диска подключить в единое SAS подключение, которое выполнено в виде двух коннекторов SPF8643. И таким образом все это крепится в наш RAID контроллер H740p на 8 гигабайт. То есть у него 8 прямых подключений, и здесь 8 подключений с 12 гигабит, и вот так вот оно все линкуется. Для того, чтобы лучшим образом увидеть экспандер, я предлагаю убрать вот эту штучку и насладиться видом экспандера. На самом экспандере имеются еще два SFF8643 подключения, однако эти подключения используются для каскадирования. То есть если бы у вас здесь были подключены дополнительные дисковые корзины, например, вместо третьего Razer у вас бы стояло здесь 2 или 4 жестких диска или SSD накопителя, вы могли бы кабелечком все это сюда проложить, и таким образом бы эти диски подключались бы в этот экспандер, 24 диска тоже в экспандер, и все это вместе бы выходило в ваш мини-моноконтроллер, и он бы управлял единой системой SATA SAS дисков. И, друзья, мы совсем с вами забыли поговорить о том, что сервер Dell, можно сказать, не так прост, как кажется. Дело в том, что если у вас нет вот этого контроллера, у вас все равно в сервере есть так называемый контроллер Dell S140. Только когда мы говорим про Dell S140, нужно понимать, что речь идет не про аппаратный контроллер, а про программный. Коротко, Dell S140 — это некоторая синергия RAID на чипсете, то есть это Intel C621, который здесь установлен для сокетов LGA3647, который как раз таки занимается рейдами на базе SATA накопителей, и уже предустановленного сюда ключа Intel VROC. То есть пока в другие сервера мы устанавливаем аппаратный ключик, который стоит там $150-200, то в этом сервере он есть, но не все так просто. Дело в том, что Dell S140, который установлен в эту материнскую плату программно, он работает с VROC, но работает только с накопителем сертификатом Dell. То есть если мы сюда суем U2-шки Intel, оригинальные без наклеек Dell, то, к сожалению, зарейдить их никак не получится. А вот если накопители Dell, это другое дело, и все это будет работать как положено. Кстати, настройки все ведутся через BIOS, там
есть определенные пунктики, и на базе этих пунктиков вы как раз таки сможете настроить RAID. И последнее, о чем мы, наверное, поговорим в этом сервере, ну, по крайней мере, в этой части, передней, это сам бэкплейн. Дело в том, что он прячется за экспандером, и на этом бэкплейне, который включает в себя 24 накопителя, имеется сразу 6 коннекторов SFF8654. 6 коннекторов нужно для подключения 12 накопителей U2. Это те самые провода, которые у нас здесь вот имеются в большом количестве. Вот вы можете видеть 3 плюс 3 коннектора. Все они идут от бэкплейна, втыкаются в U2 карточки, и таким образом у нас здесь цепляется U2. А непосредственно SATA-SAS подключения, они не выполняются в виде вот этих вот коннекторов. Они выполняются в виде таких вот hot-swap коннекторов. То есть, условно говоря, наш экспандер, он крепится прямо на бэкплейн путем закручивания. То есть здесь есть некоторый крепеж, который это все дело стыкует намертво, и оно работает все как единое целое. То есть без экспандера сервер SATA-SAS с накопителями эксплуатировать не получится. Но, впрочем, 740 XD никогда не поставляется без экспандера, поэтому это бред. Передняя панель сервера включает в себя 24 накопителя. В эти дисковые салазки формата 2,5 дюйма можно устанавливать как SATA, так и SAS диски. Сами салазки имеют порт номер Dell, вы можете с ним ознакомиться. Ну и, в принципе, что сказать о них. Металлические салазки, достаточно приятные на ощупь, и они надежно фиксируются в самом сервере. То есть, условно говоря, в серверах Dell нет какого-то понятного разделения, что какие-то салазки у нас там U2, какие-то для SATA-SAS накопителей. В принципе, это даже к лучшему. Визуальное определение мало что там дает. Помимо накопителей, в передней панели сервера расположены сервисный порт mini-USB для настройки iDRAC, парочка USB-шников, кнопка включения, VGA-порт. А с другой стороны располагается информационная панель в форме такого продолговатого светодиода, который может индицировать разными цветами в зависимости от того, насколько хорошо вашему серверу. Ознакомиться с этими цветами можно на верхней панели сервера. Здесь у нас имеется информационная наклейка, которая как раз таки говорит, какие цвета должны быть у этого светодиода при разных стадиях работы сервера. Условно, там проблема это желтенькая, там, если все плохо, красненькое, если все нормально, там либо он беленький, либо там синенький. Если вы вытянете ярлычок Dell, который прячется здесь, то вы сможете узнать сервисный тег вашего сервера. А помимо сервисного тега здесь имеются еще специальные данные от панели Dell Open Manage, которая позволяет, насколько мне известно, при помощи приложения на Android и iPhone контролировать работу вашего сервера. Это такая штука, присущая Dell, ну и в принципе крутым серверам. Вот просто знайте, что она здесь есть. Переходим к задней панели сервера. В задней панели сервера находится два блока питания. По умолчанию у нас здесь установлены блоки питания по 750 Вт. Они имеют сертификат 80 плюс Platinum, и в принципе я бы здесь обратил внимание на маркировку S6. Эта маркировка напоминает нам о том, что это не тот блок питания, который использовался в старых платформах Dell. Дело в том, что в 13-12 поколении использовались блоки питания с точно таким же форм-фактором. Однако эти блоки были несколько другие, хотя их дизайн полностью идентичен. Вот эти вот индексы S1, S6, S8, S7, они сигнализируют о том, что это блоки несколько видоизмененные относительно старых разработок Dell. Они несколько стабильнее. И, в принципе, эксплуатация блоков S0 на платформах 14 поколения, она крайне не рекомендуется ввиду возможности возникновения каких-либо ошибок. Как я уже говорил, сюда можно устанавливать и другие блоки, то есть у нас имеются 1100 блоки, 1400 и, по-моему, даже 2-киловаттные блоки. Это все нужно для того, чтобы обычный Dell R740XD превратить в такую GPU-воркстанцию, поскольку, как мы уже говорили, сюда устанавливается 3 ускорителя двухслотовых, либо даже 6 ускорителей однослотовых, и все это по питанию должно быть корректно запитано. Поэтому БПшники нужно будет, если что, поменять. Также стоит уделить внимание этой удобной ручке. Обратите внимание, как удобно тягать сервер благодаря ней. Вот, лучше бы у всех серверов была такая ручка. А если отойти от шуток, то здесь остается VGA-порт, COM-порт и RJ45 для нужд iDRAC, то есть удаленного управления и администрирования сервером.
И UID, то есть кнопочка, которую мы нажимаем, и этот светодиодик загорается. Таким образом мы можем найти наш сервер в стойке. Вообще, конечно, эту кнопочку активируют из iDRAC. Таким образом, если у вас 20 серверов в стойке, жмете кнопочку с iDRAC и видите, какой это сервер из огромного множества в целой стойке. Так ищут неисправные сервачки, ну или там, где надо произвести какие-либо замены. В целом, если говорить о нашем сервере, то Dell R740XD получился достаточно сбалансированной серверной платформой, которая сочетает в себе как возможности хранения данных, так и обработки этих данных. И даже сочетает в себе такие тренды, как установка GPU, поскольку все-таки 2025 год можно по праву назвать таким, знаете, годом внедрения ИИ во все сервера, даже в старые сервера, такие как Dell R740XD. То есть я не стремлюсь его называть абсолютно новым сервером, поскольку все-таки мы все с вами понимаем, что вышел он, ну, наверное, что-то там типа лет 5 назад. На экране будет подсказка, когда этот сервер вышел. Тем не менее, несмотря на его возраст, в этом сервере уже используются достаточно интересные концепции, такие как обновленные коннекторы для питания, проприетарные вот эти штучки для подключения Razer карт, такие же, как использует Supermicro в своих самых современных серверах в 2025 году. То есть Dell в этом плане идет сильно вперед. Также отмечаю еще раз, что вот эта вся инженерная история по выниманию и установке компонентов, она выполнена на самом высоком уровне, и Dell, в принципе, заслуживает особого внимания в этом плане. То есть, если мы бы с вами сейчас копались в Hewlett-Packard, такого бы, ну, можно сказать, кайфа от разборки сервера мы бы не получили. То есть, там, Hewlett Gen 9 и Gen 10, там нет такой разительной разницы, а вот Dell здесь прям видно проделал большую работу, и, в принципе, та переплата, которую люди переплачивают за сервера Dell относительно HP и Supermicro, она, в принципе, несколько оправдана. Если вы, конечно, держите эти сервера в руках. А если за вас это делают, условно говоря, другие люди, то, в принципе, можно не переплачивать и купить какую-нибудь кванту. Всем спасибо, всем до свидания. С вами были ребята из ServerFlow. Будем и дальше разбирать интересные железки. Подписывайтесь на канал.